Видео, которое вы смотрите, было смонтировано с помощью Claude Code. Сегодня я вам покажу весьма необычное применение Claude Code для редактирования, монтажа видео. То, как я его использую и полностью автоматизировал весь процесс создания видео от момента записи, обсуждения идеи, до итогового видео, которое выложено на YouTube и другие площадки, где нужно лишь нажать кнопочку «Опубликовать», и видео будет на платформе доступно для всех пользователей. Давайте начнем все это верхнеуровнево. Есть вот такой план всего обновления. Ну и давайте верхнеуровнево пойдемся по модулям. Во-первых, есть различные источники данных. Это то, что Claude использует для того, чтобы составить тему видео, как-то разместить нюансы и дать советы по записи. У меня используется YouTube и Telegram. То есть все данные, которые есть на YouTube, все комментарии, статистики просмотра, они скачиваются и сохраняются. После этого делается анализ их. Ну и пишутся вот основные документы. Ну, давайте посмотрим. Аудитория. То есть вот мой канал YouTube и Telegram. Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, вам интересны вот эти темы. Ну, мой канал про искусственный интеллект, про железо, про запуск нейросетей. В общем-то, все сгруппировано так, чтобы можно было это использовать для монтажа видео и подбора тем. Давайте еще немного промотаем. Вот какие боли аудитории, какие вопросы. То есть это вот конкретные вопросы, которые были найдены в комментариях на YouTube либо в Телеграме. И это учитывается в том, как создаются темы, анализируются. И эти данные используют для следующих видео. То есть вот есть аудитория, сайты, которые были ресерчем получены, ресерч по видео. После всего этого анализа обновляется roadmap. Это список тем, которые можно записать, которые будут интересны на моем канале. Давайте его тоже посмотрим. Claude Code как видеомонтажер. Это было обсуждено с Claude Code, и вот тему этого видео мы сейчас записываем. И дальше ряд тем. Если у вас есть какие-то запросы, то пишите комментарии на YouTube, в Телеграме. Это все подхватится Claude Code и будет проанализировано и добавлено в учет. Ну и, соответственно, дальше идет этап записи видео. В данный момент я записываю видео через OBS. Это запись самого экрана. И пишу свое лицо на камеру. Буду рассматривать на примере предыдущего видео. То есть вот исходники, это вот запись камеры. И это запись с OBS. То есть на вход Claude Code получает эти два файла и их редактирует. То есть вот уже срендерено. И вот промежуточные файлы, как это все делалось. Ну и давайте верхнеуровнево посмотрим, что происходит там. Соответственно, тут несколько раз в цикле анализируются данные. Генерится итоговое видео, генерятся шотсы, генерится превью. И я просто пишу «залей это видео на YouTube». И видео полностью заливается. Ну и давайте посмотрим более детально, как непосредственно выглядит уже рендеринг видео. Первый этап – это использование Whisper. Whisper – это нейросеть по распознаванию аудио. То есть вот из этих двух видео выдергивается аудиодорожка. Она прогоняется через Whisper. В данном случае используется локальная модель Whisper с максимальным качеством. То есть на видеокарте NVIDIA это все процессится. И получаются файлы с аудио. Примерно вот так это выглядит для прошлого видео. Вот модель, которая использовалась для распознавания. И Whisper выдает вот такие сгруппированные фразы. Следующий этап – это синхронизация двух дорожек. Типичный прием, который использовался до этого, это просто делать вот такие хлопки. И по аудиодорожке вычислять, где эти хлопки были, и монтажер просто на видео может свести эти две дорожки. Сейчас это делается автоматически, просто по началу таймстемпов и фразам. То есть вот эта фраза была распознана и в этом видео, то есть запись видеоголовы и запись скринкаста. И она же была найдена во втором видео. И это смотрится по всем таймстемпам, агрегируется, и можно сказать, что вот видео отстают на сколько там, 5,35 секунд.
Распознанная аудиодорожка является важным индикатором по тому, о чем это видео. И, соответственно, вот этот распознанный контент с помощью Whisper используется для того, чтобы нарезать, распознать, о чем говорится, добавить какие-то диаграммы. В том числе тут можно делать команды. Например, просто вот предыдущую фразу убери, или когда пишется 2 или 3 дубля какого-то абзаца, то Claude Code сразу понимает по распознанному тексту, что из этого нужно оставить, а что вырезать. Также с помощью таймстемпов выбирается тишина, паузы. И, в общем-то, на основе этих таймстемпов генерится, по сути, дорожка по тому, как видео должно быть срендерено. В среде видеомонтажеров это называется ETL, Edit Transform List. То есть это список команд, которые нужно применить к исходным данным, чтобы получить срендеренную дорожку. Ну, срендеренное готовое видео. Например, вырежи вот этот кусочек, тут добавь текст, тут добавь такой-то эффект. И сейчас дальше это мы посмотрим. Давайте более детально посмотрим эффекты, которые были сгенерированы с помощью Claude Code. Ну, например, диаграммы, так называемый маним. Это вот конкретно эффект диаграмм — это MP4 видео, то есть есть исходный Python код. Вот, например, про то, как сравнить Fable 5 и Opus лимиты. И вот есть, был сгенерирован код для генерации видео по этому эффекту. Ну и давайте посмотрим, как это выглядит. В общем-то, весьма интересная диаграмма, и эта диаграмма была сгенерирована с помощью Claude Code полностью по тексту. То есть я сказал вот такую фразу, что Opus и Fable 5 в 2 раза отличаются лимиты. И Claude Code по заданной инструкции придумал вот такой эффект и сгенерил такую диаграмму. Ну и давайте еще что-нибудь посмотрим. Это вот анимация, что такое Mises 5, Fable 5, как работают классификаторы безопасности. Это вот просто кусок был сгенерирован и вставлен в предыдущее видео. Другие эффекты. Это эффект для лица. То есть все, что записывается в исходнике, то есть вот это вот видео с головы, там детектится лицо, и потом оно накладывается на итоговое видео. То есть вот в таком виде, либо слева, либо справа. И давайте посмотрим, как этот эффект устроен. Во-первых, есть, ну, скажем, кружок, который вырезает, показывает, что оставить, а что нет. То есть просто кропается квадрат, и по этой маске вырезается лицо для последующего монтажа. Есть трекинг лица. То есть это периодически дергается кадр, запускается детектор лиц и ищется точное положение лица. Обычно он статично, но все-таки иногда уплывает, потому что я двигаюсь в кресле. И, в общем-то, после этого, когда вот получены эти JSON с расположением лица, они уже генерятся и вставляются в ETL, Edit Transform List. Далее есть различные бэджи, вот эти вот. То есть это небольшая анимация с текстом, которая периодически выплывает на экране. Это тоже генерируется все автоматически. Ну и вот, например, вот это бэдж, какие-то надписи текста. Например, эти текстовые бэджи используются для генерации тайм-кодов и анимации. То есть вот эти тайм-коды сгенерированы тоже автоматически по тексту, например, вступление и обзор новости. И вот на обзоре новости появляется вот такой бэдж вот автоматически. Подбираются вот эти вот таймстемпы, которые нужно ставить для тайм-кодов. И сюда вставляется вот такая анимация с текстом. И это выглядит весьма красиво. Давайте посмотрим, как это вживую выглядит. То есть вот такой эффект черного экрана и короткий текст. После этого идет цикл улучшений. То есть нужно посмотреть, что было отрендерено с помощью Claude Code. Вот, например, видео-превью. Я вручную просматриваю и говорю обратную связь, что нужно в этом видео изменить. То есть как подправить ETL, чтобы сгенерить более правильное видео. И говорю, что, например, вот этот абзац надо сохранить, сюда надо еще кое-что добавить. И ETL
обновляется и генерится заново. Также здесь запускается проверка качества. Например, не всегда точно получается склеить два куска видео. Бывает, что там обрезаны слова, бывает так, что там большая пауза остается. И, соответственно, это этап quality control, то есть проверка качества. И это делается тоже автоматически. То есть готовое срендеренное видео, оно снова подается в Whisper для распознавания аудио и смотрится, все ли тексты, которые были запланированы в ETL, срендерены и заново распознаны с помощью Whisper. То есть точно таймстемпы эти не определяются с помощью Whisper, но за счет многократной проверки, перепроверки это можно улучшить. Ну, вот давайте посмотрим пост-рендер report. Вот примерно в таком виде делается репорт. Ну, пишет, например, что эта фраза была не распознана. То есть ожидалось, что она в ETL была, но при распознавании срендеренного видео ее не было замечено. И, соответственно, делается анализ, что произошло, и Cloud это фиксит в цикле. Если посмотреть вот на весь этот пайплайн, вот этот вот зелененький, то есть сначала анализируется ETL, генерится, производится диалог с пользователем, то есть со мной, что ставить, что добавить, где перепроверить, какие эффекты добавить. Дальше делается превью, который я вам показывал. И вот это post-render gate. Проверяется вот, retranscribe, смотрятся паузы, анализируется картинка, все ли там правильно, корректно ли кружочек был с лицом сгенерирован. Если там какие-то, так скажем, баги, например, было так, что при склейке там проскакивал единичный черный экран, и, соответственно, это нужно было пофиксить в ETL. И, соответственно, вот этот вот этап повторяется несколько раз. А спонсором данного видео является компания Immerse Cloud. В Immerse Cloud вы можете арендовать сервера с видеокартами. И также хочу вам показать их новое направление. Это Foundation Models, то есть открытые нейросети, которые они запускают на своем железе. Здесь есть популярная модель GLM 5.2 для программирования. Описание, и отсюда из интерфейса можно запустить. То есть вот конкретно подобрана модель с конкретной квантизацией и подобраны оптимальные сервера, которые могут эту модель запускать. Вот это параллельность, сколько раз максимальный контекст поместится на данную видеокарту, и цена. Можно запускать как на простых серверах, например, 8A100. Также, например, H200. Это 4 видеокарты, более мощные, по 140 гигабайт. Но их 4, а не 8, поэтому цена сравнима. Так и можно запускать на быстрых серверах 8H200. Там это будет работать все быстрее. И, в общем-то, по этому модулю можете просто запустить нужную нейросеть, ну, из тех, что доступно, и сразу получить запущенную нейросеть на ноде, что весьма удобно. Тарификация идет здесь по стоимости сервера, то есть нажали «Запустить», и идет посекундная тарификация, и вы можете иметь этот сервер в полном распоряжении и запускать на нем все, что вам нужно. Также тут есть относительно простые нейронки, Qwen 3.6, DeepSeek, ну и ряд других. Эти нейронки можно запустить и использовать для своих задач. При регистрации по моей реферальной ссылке вы получите бонус 20% на первое пополнение счета. Ссылка в описании под роликом. Я, конечно, сейчас много чего интересного говорю, и может сложиться впечатление, что Cloud может все сделать, но хочется поделиться опытом, что все-таки остается за человеком. Cloud автоматизирует большую часть рутинной задачи, но за человеком остается вкус и что будет сказано. То есть вот по предыдущему видео, например, это вот такой короткий план, и я сам решаю, что из этого важно, а что нет. Периодически тут есть рекомендации, которые не особо, на мой взгляд, интересны, я их просто убираю. А наоборот, иногда бывает, что что-то интересное предложили, и я соглашаюсь с Cloud и добавляю вот конкретный абзац, то, что нужно добавить в видео. Скорее, это совместная работа Cloud и человека при монтаже видео. И Cloud берет на себя все рутинные действия, которые неинтересны. Распознать, перепроверить,
подобрать какие-то параметры, а человек непосредственно занимается контентом. И это получается сильно проще, чем делать это вручную человеку, либо давать куда-то монтаж на сторону. Отдельный блок хочу посвятить сравнению монтажера внешнего, который редактирует профессиональное видео под заказ, и такого подхода с помощью Claude Code. Раньше у меня был опыт, что я сам монтировал, потом в какой-то момент я пригласил монтажера, я давал ему вот эти вот самые файлы исходные, то есть вот это исходное, и он рендерил по какой-то инструкции видео и прислал мне результат. И основной плюс Claude Code в том, что этот цикл сильно сократился по времени. И в среднем занимало примерно 2 дня вот этих правок. То есть он присылает, я говорю, что вот здесь надо внести небольшие правки. И вот именно этот человеческий фактор, можно сказать, транзакционные издержки на синхронизацию, заливку видео, обсуждение, подход с помощью Claude Code был решен. То есть сейчас с момента записи вот этих исходников до момента, когда видео будет уже непосредственно на YouTube, проходит примерно часа 2. И как раз это стоит того, чтобы это все автоматизировать. Ну, сравните 2 часа и 2 дня. Это столько времени требуется с момента записанных исходников до того, как контент увидят пользователи. Именно вот это сокращение времени стоит то, чтобы Claude Code внедрить в весь пайплайн создания видео. Также я вам хочу порекомендовать свой сервис RootGPT. Это доступный e-агент. То есть вот он запускается в виде такой программы. И частично я его тоже использую для обработки данных. Ну, например, вот просто скачай видео с YouTube такое-то. Раньше я использовал разные плагины в Chrome. И там они работали через раз, были с рядом ограничений. Там по одному видео можно кидать. А тут можно просто скинуть пачку видео. Например, я недавно долго ехал в поезде и был без интернета. И просто скинул пачку видео, которые нужно скачать, и чтобы я мог их в поезде посмотреть в офлайне. И он, соответственно, это скачивает. Скачивает, ну, вот пример как раз этого же видео по Fable 5. Можно тут сконвертировать. То есть e-агент пишет код, который конвертирует и, соответственно, сохраняет переконвертированный файл куда нужно. Вот можно открыть, кликнуть, посмотреть. Также с помощью e-агента можно использовать Whisper. То есть просто кидается текст. Ну и вот тут он долго транскрибировал, не сразу понял, что видеокарта есть. Но в итоге все транскрибируется. Так что если у вас нет Claude Code, или же вам хочется работать без улучшителя интернета, который необходим для Claude Code, то рекомендую вам использовать мой e-агент RootGPT. Ссылка будет здесь в описании под роликом. Модели доступны из России с оплатой рублями. В чате, в RootGPT, T-агенте и по API в любых других программах, например, в Claude Code. На самом деле здесь достаточно много эффектов, и то, что в Claude Code было заложено с помощью инструкций, хочу показать еще парочку. Это генерация превью. Например, вот такие превью. И это тоже автоматизировано полностью. То есть туда загружено несколько фоток вот этих моих, которые используются для превью. И все остальное генерится с помощью Claude Code автоматически. То есть генерится идея для превью. Вот, например, кто умнее, инструкции, какой текст добавить. Это все берется из распознанного текста. И потом с помощью нейросети, я использую либо Nano Banana, либо GPT-Image 2, генерится вот такая картинка. То есть на вход подается картинка меня, подается идея для видео, и Claude Code с помощью API вызова генерит вот такое превью. Там есть несколько вариантов превью, например, такое, и я уже сам выбираю, что такое-то превью лучше использовать. И после этого, после моего подтверждения, Claude Code сам заливает выбранное превью на YouTube. Ну, соответственно, сама заливка, я говорил, уже автоматизирована. Тут все достаточно просто, дается токен и все заливается. Следующий этап – это создание шотсов. Тоже есть
И раньше я пробовал использовать различные сервисы, но минус этих сервисов в том, что есть транзакционные издержки на то, чтобы залить, скачать, перезалить на YouTube. А здесь это все делается нативно и весьма автоматизировано. Я просто говорю, сгенери шотсы, Claude Code анализирует текст, выбирает самые интересные кусочки и генерит несколько видео. То есть он подбирает сам таймстемпы. Что от меня, как от блогера, требуется для того, чтобы сгенерить шотсы? Просто команда «сгенерить шотсы». Шотсы генерятся в папочку, я их просматриваю. Бывает конкретный шлак, такой AESLOP, который... Не то, что AESLOP, это просто Claude Code подобрал не то, что нужно, ненужную тему. Но в целом тема достаточно интересная, и нарезка получается достаточно качественной и интересной. После этого я их отсматриваю, удаляю то, что не нужно, и отдельной командой говорю, что теперь эти видео залей на YouTube. И это все заливается и с минимальным моим участием. В этом видео я рассказал основной пайплайн того, как генерится видео, показал крупным планом самые интересные блоки, которые тут есть. Пишите ваши вопросы здесь в комментариях под видео. Claude Code это все проанализирует и добавит вот сюда в аналитику. И, соответственно, следующие видео будут с помощью вашей обратной связи. Критика тоже приветствуется. Например, в одном из первых видео были жалобы на звук, то, что там есть какой-то шум, и просто был добавлен модуль, который просто подавляет шум. По дефолту это было сделано не очень-то качественно, но в формате диалога с Claude Code было принято решение, что есть открытые нейросети, которые достаточно хорошо это делают. Было скачано несколько вариантов, и, в общем-то, был добавлен ИИ шумодав, и все посторонние шумы, например, шум из окна или шум вентиляторов, который все-таки от ноутбука при записи видео попадает в микрофон и идет фоновым шумом, это весьма качественно получилось вырезать. В общем-то, если есть у вас вопросы по конкретному пайплайну, пишите в комментариях. Также есть детальное обсуждение видео и статей на Телеграме, в Телеграм-канале. Ссылка будет тоже здесь в описании видео на YouTube. Claude Code мне сильно облегчил создание контента, особенно его редактирование, выкладывание. То, что раньше у меня занимало очень много времени. В общем-то, жизнь меня как блогера сильно от Claude Code была упрощена. И, соответственно, я могу делать больше контента, делать его более качественно, прорабатывать более качественно. Ну и, может быть, мое видео поможет кому-то из начинающих блогеров, и мы получим больше блогеров и больше качественного контента. С вами был Виталий Кулиев. Всем пока.